Друзья, перед тем, как вы начнете слушать, хотим сказать, что на нашем чердаке есть и короткие мистические истории. Их можно послушать в ТикТоке и на Бусти. А также на Бусти у нас есть интересная рубрика «Три слова». С вас 3 слова, с нас рассказ. Вы присылаете нам любые 3 слова, а мы пишем по ним рассказ и, конечно, упоминаем вас. Также у нас есть телеграм-канал. Все ссылки в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Это помогает продвигать наш канал, и мы, авторы, монстрически благодарны за вашу поддержку. А теперь история. Привет, я Яна, и я охотник за людьми-пустотами. Ищу их, наблюдаю за ними, собираю информацию и уничтожаю. Озвучили Гаррет Сторис. Все началось с того, что я начала видеть жертв людей-пустот. Нет, стоп. Все началось с того, что я родилась с небольшой особенностью. Я умею видеть плохих и опасных людей. И я сейчас не про интуицию, я буквально вижу что-то вроде темной тучи над такими людьми. Моя мама видит тоже. Такая вот необычная у нас семья. Но эта особенность помогала жить разве что только нам самим. И иногда, к моему мнению, прислушивались друзья. Так что в целом я жила как все, просто неприятностей в жизни было чуть меньше, чем у других. И однажды случилась история с моей соседкой Ингой. Я впервые увидела над ней тучу другого цвета, цвета боли и безнадежности. Позже мы с мамой поняли, что такие тучи, переливаясь розовым, лиловым, фиолетовым цветом, висят над жертвами людей-пустот. В тот день, сделав первый шаг, чтобы вытащить мою соседку из этого ада, я и осознала, для чего мне дана такая способность. Люди-пустоты. Настоящие монстры. От человека у них только оболочка и внутренние органы. И все. Совершенно пустой внутренний мир с нечеловеческой цепкой памятью. Они не способны испытывать искренние эмоции. Только на показ. В фильмах научились как надо. Они не умеют любить, дружить, мечтать. Им трудно найти счастливые воспоминания, потому что у них нет своих воспоминаний. Все воспоминания связаны только с их жертвами. И поэтому у них нет внутренней опоры, принципов, моральных столбов, самости, нет личности совсем. Они пустые и заполняются своей жертвой, пока ее не съедят. А потом переходят к другой жертве. Все, что они хотят, растоптать, унизить, сломать и сожрать до остатка. Физическую боль они причиняют редко. Они знают, что она тут же вызовет сопротивление у жертвы, и та может очнуться и сбежать. Все их усилия направлены на ваш внутренний мир. Именно его будут ломать, менять под себя, переворачивать, уничтожая кусочек за кусочком. И вы уже не вспомните, кто вы на самом деле, о чем мечтали, к чему стремились. Вы больше никто, вас нет, вас съели. Большие города полыхают оттенками отчаяния и безнадеги. Эти монстры живут среди нас. Вступают в отношения, заводят детей. Их трудно отличить, но можно. И без наших с мамой способностей. Их может увидеть и рассекретить любой внимательный человек. Оглянитесь, они вокруг нас. Вы сможете их увидеть. Ведь у людей-пустот мало фантазии, и они почти всегда действуют одинаково. Шаг первый. Знакомство. Они очень быстро входят в доверие. Реально быстро. Буквально за неделю. А через месяц уже свадьба, и вы радостно бежите за монстром. Не может быть. Как он это делает? Рассказываю. Вы знакомитесь с человеком и с приятным удивлением понимаете, что перед вами близкая душа. Он читал те же книги, что и вы. Смотрел те же фильмы, какие смотрели вы. У него те же кумиры и схожие с вашими проблемы. Он умеет слушать и, о чудо, понимает вас.
Он говорит то, что вы хотите услышать, осуждает ваших врагов и льстит вам по любому поводу. Он ценит то, что цените вы. И вам все это очень приятно. Ведь вы, наконец, нашли того, кто понимает и ценит вас, ваш внутренний мир. И в этот момент вы даже не представляете, что охота на вас началась задолго до вашего знакомства. Вас уже давно выбрали жертвой и начали собирать информацию. Каждый ваш пост в соцсетях, ваш разговор с друзьями в кафе, прочитанные вами книги, просмотренные фильмы, ваши детские фото в соцсетях ваших родственников. Все прочитано, просмотрено, подслушано, сохранено и намертво укоренилось в памяти этого монстра. И теперь ваши воспоминания и мечты – это его воспоминания и мечты. И вы проводите с этим монстром каждый день. Он нравится вашим родителям, некоторым друзьям. Но в целом люди вокруг удивляются, что вы, такая яркая личность, нашли в таком сером человеке. Знакомо? А теперь добавьте сюда, что вы начали стремительно терять все ценное, что имели до этого. Меньше стало друзей, встречи с родными сошли на нет, все чаще отказываетесь от любимых дел, особенно если они связаны с людьми. А этот монстр заполняет все эти аспекты вашей жизни собой. На этом этапе еще можно уйти. Сначала возьмите паузу на неделю, чтобы снять розовые очки. Не общайтесь с этим монстром, заблокируйте его везде, опросите друзей, что они о нем думают, родных, сопоставьте факты, узнайте много интересного. И это всего 1 неделя отпуска. Только есть проблема, он вас не отпустит. Он будет слать милые мемчики, писать, как скучает, будет всячески напоминать о себе. Этот монстр отлично знает, что отпускать вас нельзя ни на минуту. Шаг 2. Восхищение вами. Вас буквально выдружают на пьедестал. Да, буквально. Всем вокруг этот монстр дает понять, что вы божество. Вы особенное. А остальные – пыль под ногами. Вас сначала это смущает, но обожание в его глазах очень быстро стирает смущение напрочь. А еще эти монстры часто рассказывают вам о своих никчемных бывших, тонко сравнивая вас с ними, и любое сравнение только в вашу пользу. И это очень пьянит, чувствовать себя исключительным человеком. И от этого очень трудно отказаться, особенно тем, кому в детстве не хватало любви и понимания. И вы прочно садитесь на этот крючок. Теперь вы особенный или особенная. Каждый ваш шаг предугадывается. Не забывайте про цепкую память монстра и собранную информацию о вас. Вас окружают заботой, комфортом, любовью, и, глядя в ваши глаза с нежностью, монстры стараются увидеть, готовы вы или нет к следующему шагу. Вы видите восхищение и любовь в его глазах, а на самом деле внутри него растет голод и ярость. Унизить, растоптать, сломать, уничтожить. Вы думаете, все только началось, но ваше время уже заканчивается. Тик-так. На этом этапе вам помогут только друзья и собственное критическое мышление, если оно есть. Да, такое тоже бывает. Некоторые остро чувствуют перебор с пьедесталом и этим божеством. И неделя без монстра тоже поможет выйти из этого тумана. Шаг 3. Одиночество и полный контроль. Вы постепенно остаетесь в одиночестве. Поскольку вы божество и особенный человек, с вами рядом достоин быть только самый лучший. И это, конечно, он, монстр. Только он способен разглядеть ваш внутренний мир, понять его и защитить от всех бед. И никто другой. Не-а. При этом монстр давно уже начал действовать. В вашу жизнь начинают вплетаться тонкие интриги. Собирая информацию о вас, эти монстры параллельно собирают сведения и о ваших друзьях и родных.
Это необходимо им не только, чтобы подобраться к вам поближе, но также, чтобы найти слабые места в вашей дружбе или в отношениях с родственниками. И при каждом удобном случае монстр будет показывать вам, как несовершенны люди в вашем окружении, что вас используют друзья и родные, а на работе все завидуют. И вообще, никто не умеет правильно вас любить или дружить с вами. Никто, кроме него, монстра. Подтасовываются факты, составляются нелепейшие доказательства, формируются какие-то сравнения, не в пользу друзей и родных, конечно. И вот вы уже ругаетесь с друзьями, отказываетесь общаться с родственниками, обвиняя их черти в чем. И это, конечно, только ваше решение. А монстр стоит сзади и ликует, потирая ладони. И довольно скоро вы остаетесь без родных и друзей. Печально, думаете вы, но не страшно, ведь вы же не одиноки. Ведь с вами рядом ваш самый близкий и понимающий в мире человек. Причем всегда рядом. Днем и ночью, на работе, на пробежке, в магазине, везде и всегда с увеличенными заботой и вниманием. На этом этапе главное для монстра не спускать с вас глаз, держать под полным контролем. А то вдруг заскучаете по друзьям и потребуете неделю паузы в отношениях. А еще хуже, начнете у себя в голове сопоставлять представленные доказательства и поделитесь с кем-нибудь своими мыслями. Монстр ведь знает, что это и есть путь для вашего спасения. Знает и не даст этому произойти. Шаг 4. Молчание. Злу шумиха не нужна, и надо научить вас молчать. Вы не должны просить помощи или рассказывать кому-то о своих сомнениях. Причем запретить себе говорить вы должны сами, добровольно. И вы это сделаете. Никто заставлять и затыкать вам рот не будет. Вам просто будет ужасно стыдно рассказывать. Невозможно стыдно. Большинство людей не умеет извиняться, а тут надо самостоятельно, практически признаться в ужасном и разрушить свою жизнь. Как это делают люди-пустоты? Очень просто. Эти монстры впутывают вас во что-то стыдное и аморальное, делают вас соучастником. И если вы захотите что-то рассказать или пожаловаться на выходки монстра, обязательно нужно будет признаться и в своих ошибках. А это невозможно рассказать, и вы чувствуете себя ужасно грязным, плохим. Слава богу, думаете вы, что друзья ушли от вас. Но как можно дружить с таким ужасным человеком, как вы? И вы замыкаетесь в себе и замолкаете. На этом этапе вы уже замкнуты и молчаливы, груз давит. Вся радость исчезает. Вы не обращаете внимания, как вы выглядите. Апатия во всем. А эти монстры наоборот. Они общительны, добры и щедры. И люди вокруг уже удивляются, что он, такой душка, нашел в вас серой и вечно унылой. Одержав победу на предыдущих этапах, эти монстры очень уверены в себе. Их жертва в клетке. Они хорошо знают эту клетку. Она никогда их не подводила. Сработало и в этот раз. Так думают они. Но они ошибаются. Я видела людей, которые ломали клетку. Начинали рассказывать. Анонимно, психологам, с раскаянием, друзьям и родным. Они разрывали эту связь. Не на неделю, навсегда. Было ли трудно? Очень. Они ломали свою жизнь. Буквально. Но это последний этап, на котором еще что-то можно сделать самостоятельно. А друзьям я бы посоветовала переступить через обиды и не терять из виду жертв монстров, реагировать на любые изменения во внешности или неадекватные поступки. Иначе можно больше не увидеть когда-то дорогого для вас человека. Шаг 5. Чувство вины и подмена мира. Итак, вы в клетке. Но монстр знает тоже, что бывают те, у которых очень крепкая опора внутри. И они смогут разрушить клетку. Надо закрепить, чтобы вы не только молчали, а еще и благодарили за эту клетку. И пустоты начинают стирать ваш внутренний мир. Методично, тщательно, неумолимо. Они обесценивают ваши мысли, слова, поступки, мечты, переворачивая и превращая их яркие краски в непроглядную серость.
Они постоянно сравнивают их с чужими. И, конечно, не в вашу пользу. И даже комплименты монстры делают своему терпению, что терпит вас, такого никчемного человека рядом. И вы видите, ну да, он прав. Ведь монстр яркий, свежий, красивый, со страстным взглядом, только уже не в вашу сторону. А вы рядом состарились, сгорбились, взгляд потух. И вы уже перестаете понимать, где внутри чувство благодарности за то, что он до сих пор с таким серым существом, как вы, а где чувство вины, что вы не можете стать таким человеком, который ему нужен. Вы не понимаете разницу? Так монстр вас просветит. Эти монстры только этого и ждут. Они расскажут вам, что измена – это и есть свобода и поиск себя, а человек же должен развиваться, но при этом вы должны помогать ему в этом и быть верным и преданным спутником жизни, как собака. Он расскажет, что любовь больше не в тренде, ее вообще придумали. Ее нет, а есть обязательства. Ваши перед ним, конечно, а не наоборот. Дружба должна быть полезной, выгодной и, конечно, жертвенной. Но все жертвы только с вашей стороны. Потому что вам еще учиться и учиться, как дружить и любить. А он уже все это умеет. И вообще, слава богу, что он у вас есть. Хоть не зря жизнь проживете, научитесь чему-нибудь. И вы исполнены благодарности и стыда за такого или такую себя перед таким великим им. А монстры в это время наслаждаются, наблюдая, как ваша мораль и противоречия вступают в нешуточную борьбу с новыми насаженными принципами и моралью и ломают все внутри, лишая вас внутренней опоры. А она так нужна, чтобы спастись. Это последнее, что у вас вообще осталось. И вот это, сломать эту опору, самое вкусное для них. Именно в такие моменты они испытывают самое яркое насыщение, а наевшись, эти монстры снисходительно с вершины богов бросают вам. Но я все равно люблю тебя таким или такой. Бинго. Опоры у вас больше нет. Ваша опора – только этот монстр рядом и его снисходительная любовь. Это единственное, за что вы цепляетесь, потому что это и есть теперь смысл вашей жизни. Он и его отношение к вам. На этом этапе монстры празднуют, ведь теперь с вами можно делать все, что угодно. Это они так думают. Но даже на этом этапе есть выход. Внутреннюю опору так просто не сломать. Сейчас вам не обойтись без помощи друзей и поддержки психолога. Даже если вас вытащат и прервут отношения, вас будет тянуть к монстру. Ведь он убедил вас, что ваш смысл, ваша опора – это он, помните? И вам очень долго придется возвращать ваш мир по кусочкам. Но оно того стоит, и у вас все получится, поверьте. А теперь хотите, я расскажу, что будет, если никто не придет на помощь. Вас начнут есть. Вам будут кидать надежду на его любовь, как кость собаки. И вы воспарите от счастья. А потом он уйдет на несколько дней, а вы рухнете с небес на землю и будете умирать, но не до конца. В самом конце он снова появится и снова кинет кость любви, и вы снова воспарите от счастья, только уже пониже, потому что сил остается все меньше. И однажды он просто не придет, а вы умрете. И вот именно, чтобы такого не случилось, смотрите вокруг, будьте внимательны к своим друзьям, протягивайте руку, перешагивая через обиду. Берите паузу в отношениях, если вам всего лишь кажется, что человек рядом похож на людей пустот. Верьте в себя, верьте в любовь, в дружбу, будьте смелыми, честными с собой. Не бойтесь признаваться в своих ошибках. Переступайте через стыд. Просите помощи, рассказывайте другим, ищите решения. А если совсем будет худо, найдите меня.